Здравствуйте, Козероги! Сегодняшний таро-прогноз, расклад на вторую половину месяца августа. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали, а также не забудьте оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень вам за это признательна. Пересылайте это видео кому-нибудь из ваших знакомых, если считаете, что этот расклад им подходит. Также буду очень рада увидеть их в качестве новых своих зрителей, новых, возможно, подписчиков. Итак, Козероги, земной знак зодиака, земная стихия. Давайте посмотрим, что ожидает вас, начиная с середины и до конца, соответственно, августа. Какие карты вам выпадут в нашем раскладе, в нашем разборе на оставшуюся часть августа. Итак, смотрим. Начинаем мы с первой карты, которая у вас является восьмеркой кубков. В целом, эта карта, знаете, говорящая о необходимости оставить что-то позади. Возможно, вы оставляете что-то, что не приносит вам эмоционального удовлетворения. Все-таки это кубки. Вы решительно разворачиваетесь и уходите от чего-то. Возможно, кому-то из вас это делать сложно, потому что вы испытываете какую-то эмоциональную привязанность к тому, что вы оставляете позади, но вы понимаете, что этот уже процесс, он исчерпал себя, и вам нужно что-то оставить. В конце концов, вы уходите по королю мечей. Возможно, это какой-то конкретный человек воздушного знака, весы, близнецы или водолеи. Возможно, здесь речь о том, что вы изложили все четко для себя в своей голове, основано это ваше решение уйти на фактах, то есть вы проанализировали какие-то вещи, и вы в лице этого короля мечей решили действовать истинно, реально, практично и наиболее целесообразно в этой ситуации. То есть что-то оставить, уйти в конце концов. Карта башни тоже разрушить, уйти, потому что эти перемены в вашей жизни, они необходимы. Вы должны разрушить какую-то старую структуру или образ мышления, или работу, и что-то вот как убрать, да, что вам больше не подходит, и начать что-то новое на этом месте строить, как вот фундамент оставить и строить на нем что-то другое. По страшному суду здесь действительно как что-то переворачивается с ног на голову для вас. То есть вы здесь что-то кардинально можете поменять, и это для вас такой призыв двигаться в другом направлении, возможно, подняться на более высокий уровень, обновиться. И да, вы вот несете большую ответственность за то, какой выбор вы делаете, какое решение принимаете, потому что здесь решение, которое вы принимаете, имеет очень большую долгосрочную перспективу. Поэтому здесь для вас очень важно, очень хорошо взвесить то, что вы здесь делаете. И по королю мечей действительно очень логично действовать, потому что что-то разрушается, вы от чего-то уходите. Для вас это может быть переломный момент в жизни по страшному суду, потому что это, вот знаете, как что-то, за что, может быть, кто-то будет вас судить, осуждать или обсуждать вас за вашей спиной, но это так вы решили сделать, это так правильно. По карте повешенной, которая здесь также у вас рядышком есть, и по рыцарю жезлов здесь в целом можно говорить о том, что вам нужно быть как будто бы, знаете, остерегаться, может быть, импульсивных действий, потому что, да, это как противовес повешенный, это пауза, а рыцарь жезлов — это импульс, это быстро действовать, без четкого плана. Нет, вам нужен четкий план. Вам для того, чтобы четкий план придумать, вам нужно оценить ситуацию, может быть, посмотреть на ситуацию с другой стороны, прежде чем начать действовать. То есть не действовать импульсивно. По рыцарю жезлов, который огненный, пламенный, активный, вам нужно сначала оценить ситуацию и только потом действовать, то есть не действовать сгоряча. Для вас эта ситуация, она должна достигнуть такой естественной кульминации, и только тогда вам будет предложено перейти на более высокий уровень ясности, ответственности какой-то, потому что здесь такой явный контраст между двумя вот этими вот картами есть. Вам нужно больше объективизма такого в ваших взглядах, то есть посмотреть на вещи по-другому, увидеть их совсем в другом свете и только тогда действовать, потому что вам хватает энергии, вот этого импульса, заряда и желания действовать, соответственно, но нужно быть очень и очень такими, знаете, очень логичными, может быть, немножечко притормозить перед принятием этого решения, потому что это что-то очень важное, и это вот сильно меняет ваш взгляд на ситуацию, и
по страшному суду это решение, которое вы принимаете здесь, вот оно в дальнейшем будет иметь очень большое важное значение для вас в вашей жизни, эти действия. Поэтому здесь прям очень важно подумать. Тут же у вас есть паж пентаклей, может быть, речь идет про какой-нибудь знак зодиака земной, также в вашем окружении, как и вы, это девы, тельцы или козероги, да, земной знак, может быть, даже младше вас, потому что это все-таки паж, и тут же есть тройка пентаклей. То есть по этим картам в таком сочетании можно говорить о том, что вы здесь готовы принимать какое-то хорошее предложение или возможность, которые у вас могут появляться здесь. Могут они говорить, эти карты, о том, что вы готовы с кем-то совместно над каким-то вопросом для вас важным работать, сотрудничать, потому что здесь речь о совместном каком-то проекте или плане, который у вас может здесь быть. То есть вы готовы здесь к какому-то сотрудничеству, вы готовы идти навстречу развитию своих навыков, возможно, вы что-то хотите еще, там, не знаю, для себя больше изучить, возможно, делаете какие-то первые шаги к новым возможностям, практическим возможностям. Может быть, новый проект, новая работа или какой-то курс обучения, где вы себя чувствуете таким студентом, потому что паж пентаклей, он такой студент, он обучается. Может быть, это совместное какое-то обучение, и вы оставляете позади то, что вам сейчас не подходит, и это позволяет вам, вот возможность оставить позади что-то ненужное, позволяет наладить какую-то командную работу для долгосрочной стабильности, безопасности для вас. То есть для кого-то это действительно может касаться там новой какой-то работы. Следующая у вас карта правосудия. Кстати, она выпадает рядышком с картой страшного суда. То есть опять-таки суд, суждение, взвесить все за и против, взвесить все на чашах весов, как правильно поступить. Может быть, это даже касается каких-то вопросов, где нужно подписывать какие-то бумаги, документы, то есть нужно внимательно прочитать то, что вы там будете подписывать, что вы будете делать. То есть взвесить все за и против. Опять-таки, если будет какая-то ситуация обсуждаться с кем-то, может быть, послушать мнение других людей, чтобы увидеть с критической точки зрения эту ситуацию, посмотреть на вещи по-другому, опять-таки, потому что в споре рождается истина, услышав других людей, возможно, для себя что-то переоценить, понять, да, потому что есть эта карта правосудия, карта справедливости ее называют, тут же карта умеренности, баланса и гармонии, постараться здесь находить какие-то компромиссы, если возникают какие-то ситуации осуждения или каких-то конфликтов, то есть постараться найти золотую середину. Для вас здесь вот могут происходить какие-то такие вещи, которые могут ставить вас перед, как в переломной какой-то такой ситуации, да, но вам нужна умеренность, спокойствие, дисциплина, может быть, какая-то даже дипломатия в общении с другими, если вы что-то с кем-то здесь подписываете, о чем-то договариваетесь, да, то есть много думать, много анализировать ситуацию, внимательно читать, что вы подписываете, очень серьезно подходить к принятию решения, посмотрев все за и против, со всех сторон, со всех там точек зрения, углов, да, и сохраняя холодный ум такой, баланс, да, быть сбалансированными здесь, спокойными, только тогда принимать эти решения. То есть не бросаться да, как вот с головой в какую-то ситуацию быстро. То есть нужно постараться здесь хорошенько все продумать, потому что башня, она по большому счету говорит о каком-то серьезном изменении, о чем-то очень-очень таком вот резком. И, кстати, вместе с рыцарем мечей, тут же есть тройка жезлов, это что-то может, знаете, как заставлять вас действовать очень быстро. То есть что-то, возможно, было для вас построено, и вы считали это стабильным, но, как оказалось, оно не очень устойчиво и для долгого существования не подходит. Поэтому вам нужно как будто бы это разрушить и от этого отвернуться, уйти. Но тут же, опять-таки, рыцарь мечей, который здесь есть, он показывает, что да, вам нужно действовать логично, разумно, да, с ментальной точки зрения, но при этом как будто бы не сожалеть о чем-то, стараться здесь действовать вот в этой ситуации внезапности по башне, действовать, когда происходит этот прорыв или перемена, и происходит она достаточно быстро, потому что она еще и сопровождается вот этим быстрым рыцарем мечей. Это может быть какая-то коммуникация, может быть внезапные новости, может быть вы общаетесь с очень напористым
покладистым человеком, который доказывает вам свою точку зрения там, да, или говорит свою правду. И вам здесь нужно будет вот в этой быстрой ситуации действовать. Но в любом случае, опять-таки, взвесить все за и против, посмотреть на долгосрочную перспективу, посмотреть со всех сторон на эту ситуацию, в принципе, спросить себя, а какие дальнейшие шаги я буду делать для достижения там своих целей. Или если это командная работа, что мы вместе должны сделать для достижения целей. То есть и вот опять-таки, если подписываете что-то, хорошенько это прописать там в каких-нибудь договорах, контрактах, что вы там делаете. Карта мага здесь, карта больших возможностей, это карта больших перспектив для вас и также амбициозности, активности, которую вы проявляете. Вы здесь готовы использовать все ресурсы свои для того, чтобы достичь целей поставленных, как будто бы задействовать все свои возможности, включить на полную. Маг, он волшебник, чародей — это тот, кто может из каких-то простых ингредиентов, компонентов сделать философский камень. То есть это человек, который обладает недюжинными знаниями, который готов их применять сейчас на практике для достижения уже своей цели, потому что у него есть возможность, да, он обладает этими знаниями, соответственно. Поэтому то, что вы здесь проявляете, это вы проявляете себя вот таким вот магом в данном случае, магом и чародеем. Карта туза кубков, карта эмоционального нового начала, да, но идет оно после того, как вы от чего-то разворачиваетесь, уходите, и по карте башня что-то разрушается и полностью переворачивается в вашей жизни. Может быть, вы уходите от каких-то ограничений или каких-то привычек устоявшихся, которые держат вас как в оковах, которые могут создавать какие-то нездоровые отношения для вас, где вы чувствуете себя жертвой по повешенному, и вам нужно освободиться от этих токсичных привычек, привязанности или отношений, для того, чтобы освободить место для любви, для счастья. Здесь сердечко такое, чтобы свое эмоциональное состояние как-то поднять. Да, возможно, это всплеск любви к кому-то новому, или это всплеск любви к себе, в конце концов, в этом процессе обновления. То есть эта башня, она появляется здесь не зря. Эта башня — это способ избавиться от какой-то дьявольской энергии, оков, которые здесь могут быть. Здесь не зря вот такая марионетка изображена. Да, то есть вы здесь можете что-то высказать свое, развернуться, уйти, оставить позади нечто, что вам не подходит, и сделать это достаточно решительно. И это будет такой необратимый для вас шаг, да? Но вы движетесь к своим целям. Это прекрасно, потому что маг, он, собственно, здесь и показывает, что вы справитесь, вы сможете, у вас для этого все есть. Поэтому нечего даже сомневаться в себе и да, как бы сомневаться в этом решении. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на вторую половину месяца августа для козерогов я завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!